Друзья, всем большой привет, рад к вам вернуться после такого короткого перерыва. Сегодня с вами уже смотрели видео по Юдесу, кому как правильнее, как удобнее, исправьте, если не прав. Сейчас поговорим о том танке, который я давно желаю, о том, который довольно недооценен сегодня в рандоме, это СТБ-1. Очень-очень своеобразный и крайне сильный японец, поэтому присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. СТБ-1 это средний танк 10 уровня Японии, крайне сильная машина, имеет сумасшедший ДПМ, имеет уникальную пневмоподвеску, довольно неплохое бронирование, хорошую подвижность и в целом машина крайне недооцененная на сегодня, потому что я знаю, что не слишком там много игроков на нем играют. Не понимаю почему, потому что машина крайне сильная и в принципе их в рандоме должно быть многовато. Возможно, потому что просто неинтересная ветка, вот эти все Чито, Чири, СТА-1, это все печаль и ерунда для многих игроков. Есть гораздо интереснее ветки к прокачке, но тем не менее можно в принципе и потерпеть. Я эту машину также собираюсь прокачивать для себя, поэтому будем, так сказать, сегодня в ней разбираться. И для начала начнем с достоинств. Это, как всегда, друзья, орудие. У нас 105 миллиметровая пушка. Имеет пробитие бронебойным снарядом. Базовый у нас снаряд бронебойный. 258, альфу 360. Также у нас есть кумули 330 пробития. Видим, что разброс 0.37, сведение 2 секунды, ДПМ в стоке 3042 очка. Очень даже неплохо на самом-то деле. В целом танк по подвижности видим 950 лошадиных сил, 25,4 на тонну, 50 вперед, 25 назад. Очень даже быстренькая машина, имеет прикольный внешний вид. У меня, кстати, на него есть прикольный 3D камуфляж. Не помню, как называется. Давайте с вами посмотрим, как это будет выглядеть все. Так. Красивый стиль. Машина в целом очень даже интересная. Поэтому, в принципе, давайте поговорим о том, как ее собирать. Как бы, друзья, собирал эту машину я. То есть изначально обязательно сюда имеет смысл ставить, конечно же, досылатель. Как всегда я буду ставить стабилизатор и как всегда буду ставить вентилятор. По прокачке экипажа боевое братство, как обычно, радиоперехват, плавный поворот башни, плавный ход. То есть все в стандартном ключе. Я своей сборки СТ редко изменяю, так сказать. Видим, что в такой сборке у нас ДПМ 3700, а это уже дофига, учитывая ДПМ многих средних танков. Разброс 0.34, сведение 1.83. Если сюда добавить, друзья, еще доп-паёк и поставить какой-то нормальный досылатель, то есть как минимум, да, к примеру, трофейный, поставить как минимум трофейную вентиляцию, у нас ДПМ, друзья, будет уже 3996, 4000 ДПМ, перезарядка орудия 5.41, как у объекта 140, но только с той лишь разницей, что у вас пневмоподвеска, УВН сумасшедший, минус 14, башня крепкая, вы можете выкатиться, увалить и закатиться сразу же. Поэтому крайне недооцененная машина, очень сильная. Давайте сейчас поговорим о его бронировании и дальше посмотрим интересный бой. Поехали в Collision. Collision модель этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас корпус довольно рыхленький, 134 ВЛДшка, 154 НЛД. Башня в принципе способна танчить, то есть она такая комбинированная. Видим, что есть зоны, куда может залетать. Вот этот люк командира сюда точно прилетать может, но тем не менее башня приплюснутая, небольшая, в маске очень даже неплохое бронирование. Исходя из моего опыта, то есть то, что я вижу, когда я играю против СТБ, довольно часто она не пробивается. То есть нужно это учитывать, но будет и залетать. То есть к этому нужно относиться с пониманием, то что броня, она не рекордная. Мы видим, что такая, как я уже сказал, комбинированный слоеный пирожок, кое-где броня есть, кое-где ее нет. Так что если вам прилетает куда-то вот в эту зону с пробитием, не удивляйтесь. В остальном корпус рыхлый, играть нужно осторожно. Танк для осторожных игроков. Теперь давайте с вами посмотрим бой и поговорим о машине более детально. Поехали в бой. Бой, друзья, у нас сегодня на карте линия Зигфрида. Игрок с ником Owen Tanks играет, как видим, против танков 8 уровня. Попал он в бой с девятками, десятками и восьмерками, что в принципе очень даже неплохо. Почему я думаю, что СТБ это одна из самых недооцененных машин? Да просто потому, что у него сумасшедший ДПМ. То есть с таким набором оборудования у него ДПМ под 4000. То есть перезарядка орудия будет 5,4, 5,5. То есть 5,5 секунд по 360 пулять. Вы сами понимаете, что это очень-очень даже приятно, имея хорошую конечную точность. Имея минус 14 УН. То есть
в принципе, вы представляете. Те, кто играет на СТ, те прекрасно понимают, на что эта машина способна в ровных руках, так сказать. Для новичков СТБшка это будет... Не уверен, что прям эталонный выбор, потому что есть танки, которые будут прощать ошибки. Это машина, которая их прощать будет вряд ли. А если и будет, то все равно будете на ней получать. Она довольно сложна для новичка. Надо знать хорошо карты, знать возможности других танков, чтобы... Ну, машина все-таки второй линии. Хотя многие статисты ездят на них с тяжами, на многих картах поддержку играют впрямую, то есть с первой линии в поддержку. Но, тем не менее, не для всех такой геймплей подходит, будем откровенны. Видим, что засветилась К-91ПТ недалеко от него. Интересно, что он будет здесь делать. Вот на этой нише бывают часто ПТшки. Решает он проехать по К-91, рискнуть. Ждет, пока он отстреляется. СТБшка способна настреливать большое количество урона за короткое время, как мы с вами разговаривали. То есть знаем, что у него решает пойти в размен, танкует К-91, светится дальше маус. Нужно перестреливать от ДПМа, дает шот по маусу. Пока играет на базовых бронебойных, имеющие бронепробитие 258. Учитывая, что маус стоит к нему бортом, 258 будет больше, чем достаточно. Видим, что на него выкатился Паттон. Паттон довольно неприятный противник, имеет хорошее орудие, но 2 выстрела от Паттона он уже танкует. Паттон на стоковой пушке, я сразу этого не заметил. В ответ ему забрасывают 2 шота, и как видим, за пару минут замеса у него уже 1770 урона есть. То есть видим, что на этой машине настреливать урон реально возможно, особенно в тех ситуациях, когда вы стоите, скажем так, преимущественно в прямом простреле, то есть дают вам стрелять. За несколько выстрелов вы можете сразу размять противника. Дает шикарный шот по К-91ПТ, ставит его в каточек. Маусы, как видим, уже забрали. Паттона также по его засвету, я так понимаю. Нет, не по его. Паттона также забрали. Обновляет каток К-91ПТ со смертельным уроном. 2500 урона уже есть. Счет пока 5-2. То есть команда разносит противника. Сапсан светится. Кстати, друзья, кто из вас приобрел себе Сапсан, напишите, интересно, сколько вас из моих подписчиков его купили. Я также напоминаю, если вы здесь впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайк этому видео, пишите свое мнение в комментариях о том, что думаете об этом. Получает неприятный выстрел от гриля, по Сапсану нужно стрелять, дает ему ВЛД. 258 против такого танка, как Сапсан, в принципе, абсолютно достаточно. Еще один выстрел танкует, как видим, 1260 заблокировано у него уже урона в этом бою. Не пробивает в щеку. ИСа третьего с механизмом заряжания. Так, разминает вот. Танкует, как видим. В этом бою ему очень везет. Друзья, 1650 у него уже заблокировано урона. СТБ это машина, которая вот именно от корпуса танкует редко, от башни бывает. Ну, прям в этом бою показательно то, что в принципе броня на что-то способна. Гриль очень опасный противник, может еще раз ему на 700 плюс закинуть. Но он играет довольно аккуратно. Не торопится, дает шот по гвардейцу. Видим, что бой начал развиваться максимально быстро, и за этот короткий промежуток времени, когда ему давали стрелять, он стрелял точно. Орудие его ни разу не подвело. То есть видим, что стабилизация со стабилизатором на машине это хороший выбор. Разменивается с грилем, конечно, не в свою пользу, потому что гриль ему дал на 850 и оставил его шотным для многих танков. Добирает 53 ТП. 2 фрага у него уже есть, 5167 урона нанесено, 1650 заблокировано и 588 ассиста. Довольно быстро он настрелял этот урон, то есть о чем я и говорю, машина довольно недооцененная многими игроками, потому что ну, действительно СТБ способна в урон, почему на ней не играют, я не понимаю. У машины есть все качества для того, чтобы быть хорошим средним танком. Да, я понимаю, что ветка не самая интересная, но, друзья, давайте откровенно, мы же качаем танки для того, чтобы добраться к десяткам. И просто так брать дает задний каток очень-очень удачно и вдумчиво разменивается, стреляет. Мы же качаем танки, друзья, чтобы получить 10 уровень, и иногда бывает, что нужно пострадать. О чем речь, если там качали многие из вас, я думаю, Conqueror себе и понимают, что на 7-м, на 6-м была полная печаль. Там только с 8-рок нормально все. Видим уже победа в этом бою, друзья, не успел я закончить. Так что давайте подобьем итог, так сказать, уже после записи, да. Суть в том, что эта машина недооценена игроками, и это плохо, потому что танк реально сильным, я его также считаю очень сильным, и хочу себе его прокачать, потому что машина реально достойная. Поэтому подумайте, если вы хотите иметь у себя в ангаре хороший средний танк, который на 2022 год способен на многое, если будете относиться с пониманием к его преимуществам,
вы сможете настреливать большое количество урона. Поэтому к прокачке я его точно рекомендую. Если понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и оставить мнение в комментарии. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока.